Приветствую всех, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Это вторая часть предыдущего ролика «Золото, доллар 4. В чем хранить деньги? Нейтральная позиция в золоте» от 12 декабря 2021 года. В этом ролике мы рассмотрим первое наглядное и простое доказательство того, что с точки зрения сохранения стоимости золото более эффективные деньги, чем валюта. Напомню, что предыдущий и этот ролик у нас подготовительный для ролика, в котором мы посмотрим пример стратегии управления структурой сбережений на основе краткосрочного прогноза по золоту. Краткосрочный прогноз по золоту был в ролике «Золото-доллар 1. Часть 1». Краткосрочный прогноз на 3-9 месяцев от 2 декабря 2021 года. Тот результат, который я буду сейчас показывать, можно доказать и строго математически. Но для упрощения восприятия я этого делать не буду. А поясню его на очень наглядном, простом и практичном примере. В нем мы будем опираться только на здравый смысл и совершенно конкретный и осязаемый в деньгах количественный результат. Сейчас я покажу пример управления капиталом, который наглядно демонстрирует очень серьезные отличия в результатах в зависимости от того, что считать деньгами. Золото или в данном случае доллар. Но хочу вас предупредить, результат, который я сейчас покажу, будет настолько поразительным и позитивным, что я опасаюсь, что он может сформировать у вас не очень правильные эмоциональные выводы. Поэтому прошу вас не делать никаких выводов и тем более не принимать никаких решений до тех пор, пока не досмотрите этот ролик до самого конца. Если не хватит на это сил, то лучше вообще выбросить из головы все то, о чем я буду сейчас здесь говорить. Для того, чтобы результат был количественным, явным и не допускал двояких трактовок и гнусных инсинуаций, мы сделаем очень просто. Мы проследим две абсолютно одинаковые стратегии открытия позиции в золоте и фиксации прибыли. Но в первой стратегии деньгами у нас будет доллар, и возвращаться при закрытии позиции мы будем в него. А во второй стратегии деньгами будет золото, и возвращаться мы будем в золото. Правила очень простые. Стартовый капитал в обоих случаях на начало 1971 года, то есть на момент первой сделки, одинаковый. 1000 долларов США. Или 25 унций золота во втором случае, так как цена золота в начале 1971 года была 40 долларов за унцию. Для простоты мы нарушим все правила контроля рисков и будем считать, что мы можем совершить только одну сделку в размере 100% от капитала по покупке, то есть по открытию позиции. И точно так же закрываем позицию за одну сделку. Еще раз подчеркну, что это нарушение всех правил управления рисками. Обычно первая сделка 5-10% от капитала. И потом в зависимости от системы анализа и контроля рисков идет увеличение объемов сделок и наращивание позиции. Такому поведению по открытию позиции есть аналогия в нашей повседневной жизни. Например, при приготовлении горячего блюда не сваливают сразу все ингредиенты, а добавляют их постепенно, по частям, по мере готовности других ингредиентов. Точно так же в боксе первый удар в двоечке или троечке как бы тестирующий. Аналогично комбинации приемов в борьбе. В этой же логике происходит начало развития атаки в игровых видах спорта или в военной операции. Развитие фигур в шахматах происходит точно так же. В воду мы заходим, предварительно потрогав ее ногой. Все это примеры управления ресурсами с целью управления рисками. Сейчас же, но только для упрощения вычислений, мы этого делать не будем. Для простоты вычислений мы будем делать одну крупную сделку по открытию позиции. И точно так же будем закрываться. В нашем эксперименте нас не интересует логика открытия и закрытия позиции для обеих стратегий. Она заведомо правильная, поскольку мы работаем со старыми данными и эта логика абсолютно одинакова для обеих стратегий. Наша цель – выяснить только то, как влияет на конечный результат то, что мы в первом случае позиции в деньгах, то есть нейтральной позиции, считаем позицию в долларах, а во втором случае нейтральной считаем позицию в золоте. Мы реализуем для двух стратегий абсолютно одинаковые ценовые правила открытия и закрытия позиций и используем абсолютно одинаковые упрощения по управлению рисками. Разница только в том, что считается нейтральной позицией, то есть позицией в деньгах.
Поэтому разница между полученными в конце результатами и покажет нам влияние только этого фактора. Также мы не открываем позицию с превышением собственного капитала и короткую позицию, то есть позицию на падение золота. В обеих случаях открытие и закрытие позиций происходит по одинаковым критериям, то есть абсолютно в одно и то же время и по абсолютно одинаковым ценам. Это график золота в годовом масштабе. То есть одна свеча – 1 год. Мы будем проводить наш эксперимент на части графика с конца 60-х, вот отсюда, по начало 2000-х. Для эксперимента мы реализуем максимально простую стратегию. 2 покупки и 2 продажи за период с конца 60-х по начало 80-х годов прошлого века. Вот до сюда. Первая покупка – пробой максимума 1969 года в $38 за унцию в начале 1971 года. Так, вот сейчас увеличим. Вот максимум в $38 1969 года. На его пробое в 1971 году, вот показано синей стрелкой, мы покупаемся. Полагаем, что покупка прошла для обеих стратегий по одной цене – $40. Ну, чуть выше, чем был максимум. То есть вот здесь покупка произошла. На графике покупка показана синей стрелкой вверх. В обоих случаях покупку мы осуществляем в размере 100% от капитала, то есть на $1000 по цене $40. Это по 25 унций в том и в другом случае. Возвращаем график обратно. Во втором случае, в котором позиции в деньгах мы считаем золото, на начало инвестирования мы уже находимся в золоте, поскольку это наши деньги, в объеме 25 унций. И для совершения покупки мы привлекаем кредит в размере 100% от капитала, то есть в размере $1000, и по ставке 20% годовых. Проценты в нашем эксперименте заведомо конские. Это чтобы исключить возможные споры о процентной ставке и чтобы считать было легче. На самом деле такие процентные ставки по доллару будут только через 10 лет на пике кризиса 70-х в 1980 году. Этой конской процентной ставкой мы ставим вторую стратегию в заведомо более жесткие условия. На графике основные условия сделок и оценка капитала для первой стратегии показаны текстом слева. То есть вот записи для первой стратегии слева и циферка 1, которая их обозначает. Вот условия по первой сделке. Размер покупки $1000 по цене 40 унций, $40 за унцию. Соответственно, мы получаем 25 унций. Основные условия сделок, оценка капитала для второй стратегии показаны текстом справа. Вот это вторая стратегия, то есть то, что мы по ней делаем. Вот циферка 1. Это вторая стратегия. Вот условия инвестирования для первой сделки по второй стратегии. Размер кредита $1000. Ставка кредита 20% годовых. $1000 размер сделки по 40 унций, по $40 за унцию. Соответственно, получаем размер сделки $25 за унцию. Отмечаю, что в первом раунде объемы получились одинаковые для обеих стратегий. Покупки мы на записях отражаем синим цветом, продажи будут отображаться красным цветом. Продажу в обоих случаях мы осуществляем почти через 5 лет, в 1975 году. Вот красная стрелка, вот здесь. Продаем на пробое вниз средней цены 1974 года. Вот 1974 год. Продаем при пробое вниз средней цены 1974 года. Средняя цена 1974 года это $150 за унцию.
В обоих случаях закрываем открытую позицию для выхода в деньги. Напомню, что под деньгами в первой стратегии мы понимаем доллары. Во второй это золото. В первом случае мы продаем все 25 унций. 25 унций. Вот они. По 150 долларов. Это 3750 долларов. Хорошая прибыль. 275%. Результат сделки отражен слева красным текстом. Ну вот он. Во второй стратегии нам необходимо продать за доллары золото столько, чтобы только погасить кредит и проценты по нему. Больше нам продавать золото не нужно, поскольку золото для второй стратегии это и есть деньги. Кредит у нас 1000 долларов. 20% годовых за 5 лет. Это еще 100%. То есть плюс еще 1000 долларов. В результате общие выплаты у нас должны быть 2000 долларов. Соответственно, золото нам нужно продать на 2000 долларов. 2000 долларов по цене 150 унций. Это получается чуть меньше, это получается 13,33 унции. Здесь написано меньше, чем 13,5. Но в учете дальше мы отразим продажи чуть больше, 14 унций. По большому счету мы это делаем из лени, чтобы с цифрами, с десятыми не возиться. Ну и чтобы упростить визуально все. Будем полагать просто, что эти дополнительные 100 долларов за 0,6 унции ушли на какие-то расходы. Ну, неважно на что. Изначально во второй стратегии на старте у нас было 25 унций. Покупали мы 5 лет назад 25. Продаем 14 для погашения кредита и процентов по нему. В результате у нас остается 36 унций. 36 унций по цене 150 долларов это 5400 долларов. Результат второй стратегии 5400 долларов в 1,44 раза или на 44% лучше, чем результат первой стратегии 3750 долларов. Движемся далее. В середине 1978 года, вот здесь, на пробое максимума 1974 года, вот этого максимума, 195 долларов, мы в обоих случаях решаем вернуться в рынок золота и опять покупаем. Вот синенькая стрелка, которая об этом говорит. Пусть сделки с учетом расходов прошли по цене чуть выше максимума, по 200 долларов за унцию. В первом случае, где у нас капитал доллара, мы на 3750 долларов по 200 долларов за унцию покупаем 18,75 унции. Вот запись об этом. Во втором случае наш капитал уже больше. 36 унций. Вот он. То есть 36 унций по 200 долларов за унцию. Получается, что кредит необходим 7200 долларов под 20% годовых. Проценты берем такие же, конские, как и в первом случае. По большому счету, по этим процентам и считать легче. Можно без калькулятора, на пальцах. Через 3 года, в середине 1981 года, вот он, 1981 год, на пробое вниз минимума 1980 года, 450 долларов, вот 1980 год, вот его минимум. Мы закрываем позицию в обеих стратегиях. Вот красная стрелка, которая об этом говорит. В первом случае мы продаем 18,75 унции по 450 долларов. 18,75 унций по 450 долларов. И получаем в итоге 8437,5
долларов. 850% за 10 лет. Отличный результат. Во второй стратегии, как и ранее, нам необходимо продать золото только в объеме гашения кредита и процентов по нему. Кредит 7200 долларов. 20% за 3 года. Вот они 3 года. Это 60% от 7200. В итоге получается 11, необходимый объем продаж 11 520 долларов. 11 520 долларов по 450 унций – это 25,6 унции. Как и в первый раз, полагая, что были дополнительные расходы и чтобы не возиться с десятыми, будем продавать и вычитать не 25,6 унции, а чуть больше, 26. Разницу списываем в дополнительные расходы. Перед второй покупкой во второй стратегии у нас было 36 унций. Покупали в кредит 36, продаем 26. В итоге у нас остается 46 унций золота. По цене 450 долларов за унцию это получается 20 700 долларов. Это в 2,45 раза больше, чем в первой стратегии. Результат по второй стратегии получился на 145% лучше, чем в первой. Это в среднем примерно на 3,8% каждый год лучше, чем по первой. Ну, то есть по сложной ставке. При этом есть один не очень приятный момент для первой стратегии. Ее капитал в золоте стартовал с 25 унций. Помните? Вот отсюда. А сейчас он 18,75 унции. То есть в золоте размер капитала по первой стратегии за это время уменьшился на 6,25 унции или на 25%. Это результат того, что в моменты продаж по фиксации прибыли и до следующей покупки капитал первой стратегии находился в долларах и не отслеживал инфляцию. Наш эксперимент по инвестированию с разным пониманием того, что является деньгами, принес ошеломительный результат. Используя в качестве позиции в деньгах позицию не в долларах, а в золоте, на горизонте 10 лет мы получили преимущество на 145%. Это почти 4% плюсом ежегодно, то есть по ставке сложного процента. И это только от изменения того, что является нашей позицией в деньгах, то есть нулевой позиции. Заметьте, это не результат какого-то иного изощренного управления. Управление, то есть критерии инвестирования, в обеих стратегиях были абсолютно одинаковыми. Это совершенно практический результат, а не какая-то абстрактная академическая истина. Результат этот не политкорректен с точки зрения современного либерального экономического мейнстрима, но чертовски притягателен с точки зрения практического результата. И спорить с ним крайне сложно. Подчеркну, мы никак не акцентируем внимание на стратегию управления и прибыли от нее. Стратегия в обеих случаях абсолютно одинаковая. Мы подчеркиваем только разницу в результатах, полученную вследствие того, что мы по-разному понимали, что такое позиция в деньгах. Но как мы увидим далее в следующих наших темах, из-за разного представления динамики рынков в золоте или в валютах появляются смысловые отличия и в самих стратегиях управления, то есть в том, когда покупать и когда продавать. Частично вы могли это уже видеть в ролике предисловия. Как в 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота. Так он назывался. Гляньте его еще раз. Или посмотрите если еще не видели. Ссылка на него в конце ролика. Но особенно хорошо это будет видно, когда мы посмотрим по-новому на динамику трежерис, индексов, товаров и прочих активов. Особенно хочу предупредить, обратите внимание на то, что мы пока никак не рассматривали вопрос о том, когда открывать позицию и когда возвращаться в деньги. То есть закрывать позицию. Эти вопросы будут обсуждаться в глобальных и краткосрочных прогнозах по разным рынкам. Возвращаемся к графику золото-доллар.
Обратите внимание, что при коррекции золота до минимума в $250 за унцию в 1999 году, то есть вот отсюда и до $250, вот до сюда в 1999 году, даже если мы не будем совершать никаких операций, капитал по второй стратегии все равно будет существенно большим, чем по первой стратегии. Если мы продлим наш эксперимент дальше, до наших дней, по схеме покупок, которую я там показал на графике, то получим еще более впечатляющий результат. Несмотря на быстрый рост капитала по первой стратегии, капитал по второй вырастет примерно еще в 1,5 раза быстрее. Это в общей сложности будет лучше, чем по первой стратегии, примерно в 3,5 раза за все время. То есть общий результат, если его продолжить до наших дней, будет по второй стратегии примерно на 250% лучше. И это при очень конском проценте по кредиту. Реальные проценты были бы сильно меньше, а результат улучшился бы в разы. Записи по результатам инвестирования по обеим стратегиям на графике. Вот они. При желании цифры и расчеты по ним вы можете проверить. Если есть желание, можете рассчитать результаты инвестирования по обеим стратегиям с 2000 года по сегодняшний день. Я сейчас перемещу график, так чтобы было видно цены примерных предполагаемых сделок. Вот так вот. То есть здесь тоже две покупки. Кредит по второй стратегии по 10%. Вот ценовые условия 2001 года. $300 за унцию. Вот продажа в 2013 по $1530 за унцию. Вот покупка в 2019 по 1375. И вот фиксация уже в наше время. Но результат у вас получится примерно такой, как я озвучил выше. Общий результат по второй стратегии с конца 60-х по наше время будет лучше примерно в 3-4 раза, чем по первой. Каковы причины этого замечательного факта? Причины две. Первая причина более лучших результатов по второй стратегии. Во второй стратегии деньгами, то есть базовым активом, в который мы возвращались после инвестирования, было золото. В первой стратегии деньгами, в которые мы возвращались, был доллар. Актив, в который мы инвестировали, было золото, но доллар в периоды, в которые мы инвестировали, постоянно падал к золоту. И в моменты, когда мы закрывали позицию и находились в деньгах, золото все же росло. Но первая стратегия этого не могла отслеживать, а вторая, поскольку мы находились в золоте, делала это легко. Вторая причина более хороших результатов по второй стратегии по сравнению с первой – это большие объемы инвестирования, начиная со второго раунда. Они увеличились из-за того, что в результате первого раунда результат по второй стратегии получился лучше. То есть ее капитал стал больше, чем у первой стратегии. А по нашему упрощенному для этого эксперимента правилу мы инвестируем 100% капитала. Поэтому и инвестиции по второй стратегии во втором раунде получились больше. Но это вполне нормально. Чем лучше ваши инвестиционные результаты, тем больше ваши инвестиционные возможности. Рассмотренный нами сейчас пример на цифрах показал то, насколько вырастает эффективность работы, если деньгами, то есть нулевой позицией, считать не общеупотребимые валюты, а золото. Подчеркну еще раз. При абсолютно одинаковых инвестиционных стратегиях доходность в случае, когда мы деньгами считаем золото, выросла в 3,5 раза. Этот результат не какой-то более правильной торговли. Ценовые правила в обоих случаях были абсолютно одинаковыми. Это результат только одного фактора. Во второй стратегии деньгами мы считали золото. И при закрытии инвестиционной позиции возвращались не в доллары, а в золото. Этот результат является следствием того всего лишь одного факта – постоянного падения всех валют к золоту последние 50 лет. Полученный нами прямой и ясный количественный результат является одним из доказательств того, что золото является более эффективными с точки зрения сохранения стоимости деньгами. Это первый этап доказательства. Позднее на примере еще нескольких рынков мы увидим, что и там получается подобная картина. Всегда, когда деньгами мы будем считать золото,
и возвращаться после инвестиций в него, результат будет кратно лучше. Как, например, это было в американской недвижимости в ролике предисловия. Как 3 раза увеличить доходность инвестиций в недвижимость при помощи золота. Чуть позже недвижимость мы будем смотреть более подробно. После этого рассмотрения рынок российской и американской недвижимости войдет в блок ежемесячных прогнозов, как и несколько других ключевых рынков, товаров и валют. Хотел бы вас предостеречь от 2 моментов. Первый момент. Все, что вы сейчас увидели и услышали, не означает, что нужно сегодня вечером или завтра утром бежать и все переводить в золото. Последние 2 ролика были подготовительными для следующего ролика. В нем будет конкретный пример возможного управления структурой сбережений на основе данного в предыдущих роликах глобального и месячного прогнозов. В следующем ролике я еще раз буду говорить о возможной текущей позиции и условиях ее изменения. Второй момент. Обратите внимание, что, во-первых, я ничего не говорил о принципах принятия торговых решений. Мы только взяли заведомо правильные сделки и провели по ним 2 стратегии. Если бы это были неправильные решения, то мы получили бы отрицательный результат. Но по второй стратегии он, наверное, был бы чуть менее плохим. Я хочу подчеркнуть, что мы рассматривали вопрос только того, что касается более качественными деньгами. И никак не касались вопроса способов выработки правильных решений. Эта тема постепенно будет развиваться в глобальных и ежемесячных прогнозах. Но забегая вперед, могу сказать, что графики, построенные в золоте, и их совместный анализ с графиками, построенными в валютах, путь к более простым, качественным, но менее рискованным решениям. Надеюсь, что этот ролик был полезен и интересен для вас. Материалы канала и различных его разделов связаны между собой. Поэтому иногда восприятие более поздних роликов может быть затруднительным, если вы не видели предыдущие. Ключевым разделом для понимания всего материала канала является раздел 1 ГТР. Это первый раздел канала. Он посвящен глобальным тенденциям рынков. Ролики, находящиеся в этом разделе, ключевые для понимания последующего материала. В этом разделе я, помимо фактического материала, пытаюсь дать немного финансово-экономических знаний на простом уровне и сформировать некоторое обзорное восприятие ситуации на мировых рынках. Все ролики канала из всех разделов в своем названии содержат дату выхода. Очередность роликов отражает логику и последовательность изложения. Наиболее простой вариант идти в этой логике – подписаться на канал. Тогда поступающие оповещения будут вести вас в той логике, которую я закладываю при изложении того, о чем говорю. Но если вы в первый раз на канале, то я бы рекомендовал вам для более адекватного восприятия и большей пользы посмотреть сначала предыдущие ролики, хотя бы раздела 1 ГТР. Желаю всем больших успехов, удачных инвестиций и до встречи на нашем канале.